Главные новости сегодняшнего дня. Известный общественный деятель Виталий Бородин предъявил Алле Пугачевой серьезные обвинения. По словам общественного деятеля, на него готовится покушение, заказчиком которого может быть Алла Пугачева. Как считает общественность, мотивы певицы могут быть связаны с профессиональной деятельностью Виталия Бородина, ведь он неоднократно выступал за то, чтобы лишить Аллу Пугачеву званий и государственных наград, а также требовал признать ее инагентом и привлечь к уголовной ответственности. Как считает Виталий Бородин, Алла Пугачева должна приехать в Россию и дать показания по этому поводу. Президент Российской Федерации поздравил народную артистку России Ларису Голубкину с юбилеем и передал для нее государственную награду. Ларисе Ивановне Голубкиной исполнилось 85 лет. В последнее время в связи с состоянием здоровья Лариса Голубкина практически не встает с постели. У известной актрисы диагностировано онкологическое заболевание. В аэропорту города Сочи сотрудники комитета Евгений Сидихин и Александр Розенбаум, а также представители прокуратуры Российской Федерации арестовали самого богатого блогера Александру Митрошину. Сейчас она находится под домашним арестом, а далее направится в следственный изолятор. Блогера Александру Митрошину обвиняют в длительной неуплате налогов на протяжении 3 лет. Общий долг перед государством составляет 127 миллионов рублей. Большая потеря в мире театрального искусства. Ушла из жизни народная артистка России, известная театральная актриса Людмила Даньшина. Людмиле Степановне Даньшиной было 70 лет. Она являлась ведущей актрисой Московского и Ульяновского театра драмы. За время своей творческой карьеры она приняла участие более чем в 150 театральных постановках, самые известные из которых «Горе от ума», «Примадонна», «Спасибо, Анна», «Спящая красавица» и многие другие. Семья Филиппа Бедросовича Киркорова объявила о большом трауре. Несколько дней назад в зоне спецоперации трагически погиб племянник Филиппа Киркорова, молодой певец Ивайло Филиппов. Ивайло Филиппову было 24 года. Молодой человек жил на 2 страны, то в Болгарии, то в России, и несколько месяцев назад принял решение участвовать в СВО по профессии связист. Стало известно, что племянника Филиппа Киркорова посмертно удостоит высокой правительственной награде медали за отвагу, а также имя молодого человека будет увековечено в аллее славы. Отметим, что на данный момент в семье Филиппа Киркорова есть и другое несчастье. Уже на протяжении нескольких месяцев в тяжелом состоянии находится сын Филиппа Киркорова Мартин Киркоров. Молодой человек проходит лечение то в Болгарии, то в России. Зрители с большим стажем могут помнить, что чрезвычайное событие произошло еще в конце прошлого года. Филипп Киркоров подарил своему сыну Мартину дорогие новогодние подарки: набор игровых приставок, однокомнатную квартиру на Лубянке и шикарную дорогую иномарку. Однако из этих подарков получилась настоящая трагедия. Во всем оказались виновны старшие друзья Мартина Киркорова, его товарищи из телепроекта «Дом-2». В шикарной квартире они устроили дискотеку и испортили ремонт. Также разбили дорогую иномарку. Филипп Киркоров, узнав, что подарки были испорчены, пришел в неадекватное состояние и нанес своему сыну Мартину серьезную черепно-мозговую травму, после которой молодой человек некоторое время находился в реанимации и в состоянии комы, а сейчас до сих пор продолжает лечение. Известному музыкальному продюсеру, бывшему коллеге известного певца Юрия Шатунова Андрею Разину, который на данный момент находится в следственном изоляторе города Москвы,
предъявлено новое обвинение. Несколько дней назад Андрея Разина депортировали из Турции и поместили в следственный изолятор города Москвы в связи с тем, что появились новые доказательства о смерти Юрия Шатунова. Вполне возможно, что Андрей Разин мог быть причастен к этому преступлению, а сегодня утром появились новые подробности этого дела. Как говорит следствие, еще осенью этого года Андрей Разин мог планировать покушение против семьи Юрия Шатунова из-за колоссального наследства, которое оставил Юрий Васильевич. Если данные следствия будут подтверждены, то Андрею Разину грозит солидное увеличение уголовного срока. Известную российскую певицу Лолиту Милявскую обвиняют в смерти санитара одного из моргов города Москвы. Как сообщает следствие, чрезвычайное событие произошло накануне. Несколько дней назад, когда Лолита Милявская находилась на гастролях, трагически погибла ее дочь. Она занималась плаванием и утонула в одном из фитнес-центров города Москвы. По данным прессы, трагедия произошла в результате проблем с сердцем. В связи с тем, что Лолита Милявская отсутствовала на данный момент, дочь артистки отправили в один из моргов города Москвы, а позже приехала и сама артистка. Она обвинила санитара, что у ее дочери пропали ценные вещи, такие как украшения, кольца, сережки и многое другое, что было с ней в момент трагедии. По данным следствия, Лолита Милявская, которая находилась в неадекватном состоянии из-за произошедшей трагедии, не стала разбираться в подробностях дела и нанесла санитару серьезнейшую черепно-мозговую травму, в результате которой молодой человек скончался. Как именно произошла трагедия, пресса не уточняет. По факту данного происшествия открыто уголовное дело. Певицу Лолиту Милявскую отправят на медицинскую экспертизу и проверят на вменяемость. Есть вероятность, что Лолита Милявская совершила свое преступление в состоянии аффекта. Однако, как считает Следственный комитет, данное обстоятельство не должно спасти Лолиту Милявскую от серьезного наказания. Зарубежная пресса сообщает трагические новости о известном актере Алексее Панине. Несколько дней назад Алексей Панин, который уже длительное время проживает за рубежом, в частности в Испании, а в последнее время в Соединенных Штатах Америки, совершил тяжкое преступление по отношению к своей дочери. Дочь Алексея Панина написала заявление на своего отца. Как сообщает дочь Алексея Панина, трагедия произошла в тот момент, когда ее отец находился в состоянии алкогольного опьянения и абсолютно не контролировал свои действия. Вняв во внимание показания дочери Алексея Панина, полиция Соединенных Штатов Америки взяла под арест Алексея Панина и собралась перевести его к месту заключения. Алексея Панина перевозили на специальном полицейском вертолете. В этот момент и произошло чрезвычайное происшествие. По данным прессы, Алексей Панин находился в неадекватном состоянии, скорее всего, под действием запрещенных веществ. В какой-то момент Алексей Панин стал вести себя неадекватно и прямо в вертолете устроил конфликт с полицейскими, и стражам порядка ничего не оставалось, как сбросить Алексея Панина с вертолета. В связи с тем, что в момент чрезвычайного происшествия вертолет пролетал над водоемом, есть небольшая вероятность, что Алексей Панин остался жив. Однако в первые 2 часа его не удалось найти. Продолжаются поиски известного актера. Даже в случае того, если Алексей Панин останется жив, известного артиста ждет суровое уголовное наказание. Сегодня день рождения у известного российского и советского актера Владимира Гостюхина. Владимиру Гостюхину исполняется 79 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.